Что если часть древних находок на Земле не могла быть создана людьми той эпохи никак, ни при каких условиях? 22 маленьких хрустальных черепа, вырезанных вопреки законам физики, без единой царапины от инструмента. Золотые самолеты возрастом 2000 лет с точными аэродинамическими формами, которые до сих пор летают в масштабных копиях. Ученые десятилетиями пытаются объяснить эти артефакты и раз за разом терпят поражение. Начнем с находки номер 7. И она сразу ломает логику. Впереди 7 находок, каждая из которых разрушает все, что мы знаем о древней истории человечества. В 1999 в Коста-Рике при расчистке джунглей под банановые плантации рабочие наткнулись на идеально круглые каменные шары. Вес крупнейших 16 тонн. Отклонение от идеальной сферы менее 2 мм. Не один, не два, сотни. Диаметр от нескольких сантиметров до 2,5 метров. Геологи установили, камень добывался в горах в десятках километров от места находки. Как их туда доставили, неизвестно. Как обработали с такой точностью, без металлических инструментов и измерительных приборов, тоже неизвестно. Местные индейцы не оставили ни одного упоминания об этих шарах в своих преданиях. Они просто были. Всегда. Находка номер 6 обнаружена в месте, где ее вообще не должно быть. В 1852 американские рабочие взрывали скалу в Дорчестере, штат Массачусетс. Внутри монолитной породы возрастом 600 миллионов лет они нашли металлический сосуд, колоколообразный, высотой около 10 сантиметров. На его поверхности выгравированы 6 цветков в виде букета, инкрустированных чистым серебром. Сплав, из которого сделан сосуд, до сих пор не идентифицирован точно. Он напоминает цинк с примесью неизвестных металлов. Журнал Scientific American опубликовал заметку об этой находке в том же году. После этого тишина. Никаких официальных исследований, никаких объяснений. Порода, в которой его нашли, сформировалась задолго до появления первых людей на планете. Пятая находка. Самая массовая по масштабу и самая неудобная для официальной науки. В пещерах Эквадора и Перу в 60-х годах прошлого века исследователь Хуан Морич обнаружил библиотеку из металлических пластин. Тысячи пластин из золота, платины и других сплавов, покрытых символами, похожими на иероглифы. Размер каждой пластины строго стандартный. Углы идеально прямые, поверхность идеально гладкая. Морич передал часть находок эквадорскому правительству. Дальнейшая судьба основной коллекции официально не установлена. Несколько пластин, которые успели изучить независимые исследователи, показали содержание символов, не совпадающих ни с одной известной письменностью. Возраст материала по косвенным данным не менее 12 тысяч лет. Находка номер 4. Маленькая, но абсолютно разрушительная для любой привычной картины мира. В 1897 в угольном пласте шахты в Иллинойсе на глубине около 100 метров шахтеры нашли монету. Не античную, странную. Диаметр около 7 сантиметров. Форма восьмиугольная. На одной стороне фигура в одеждах, напоминающих то. На другой символы, не расшифрованные до сих пор. Угольный пласт, в котором ее нашли, сформировался от 200 до 320 миллионов лет назад. Монету изучил геолог Уильям Уилмот из Смитсоновского института. Его заключение было коротким. Происхождение неизвестно. После этого монета исчезла из публичного доступа. Каждая из этих находок в отдельности могла бы считаться аномалией, ошибкой, случайностью. И все они указывают в одном направлении. Кто-то или что-то существовало на этой планете задолго до того, как официальная история решила, что человек научился обрабатывать камень. Но их сотни. По всему миру, в разных геологических пластах, в разных культурах, на разных континентах. Впереди 3 находки, которые ученые предпочитают вообще не упоминать вслух. Находка номер 3 была поднята со дна моря у берегов греческого острова Антикитера в 1901 году водолазами, охотившимися за губками. Среди обломков римского торгового судна они нашли бронзовый механизм размером с обувную коробку. Внутри 37 шестеренок разного размера, соединенных с точностью, которая требует допуска в десятые доли миллиметра. Механизм вычислял положение Солнца и Луны, предсказывал затмение и отслеживал 4-летний цикл Олимпийских игр. Возраст находки около 2000 лет. Ближайший аналог по сложности механики появился в Европе лишь в XIV веке, то есть через 14 столетий. Томография, проведенная в 2006-м, показала внутри механизма надписи и инструкции на древнегреческом. Кто создал этот прибор и где находилось производство, способное его изготовить, до сих пор неизвестно. Ни в одном античном тексте нет упоминания о существовании подобных устройств. Находка номер 2 обнаружена в Турции и официально признана самой древней монументальной постройкой на Земле. Гёбекли-Тепе – комплекс из 20 круглых сооружений с колоннами высотой до 6 метров и весом до 20 тонн каждая. На колоннах вырезаны рельефы животных с хирургической точностью, перья птиц, чешуя рептилий, шерсть млекопитающих, переданные с детализацией, которая требует металлических инструментов. Возраст постройки 12 тысяч лет. Это на 7 тысяч лет старше Стоунхенджа и на 8 тысяч лет старше египетских пирамид. По официальной версии, в то время люди были охотниками-собирателями, не имевшими ни оседлости, ни организованного общества, ни технологий
технологии обработки камня. Тем не менее, кто-то транспортировал 20-тонные блоки за сотни метров, устанавливал их вертикально и покрывал сложнейшей резьбой. Немецкий археолог Клаус Шмидт, открывший комплекс, провел там раскопки до своей смерти в 2014-м. Его главный вывод: Гёбекли-Тепе намеренно засыпали землей около 8 тысяч лет назад. Аккуратно, слой за слоем. Кто и зачем это сделал, Шмидт не успел установить. Между этими двумя находками есть кое-что общее, что почти никто не замечает. И антикитерский механизм, и Гёбекли-Тепе указывают на существование высокоразвитой цивилизации, которая внезапно исчезла. Не деградировала постепенно, не растворилась в других культурах. Именно исчезла, оставив после себя объекты, которые ее преемники уже не могли ни повторить, ни объяснить. Греческие мореходы наткнулись на механизм случайно. Он лежал на дне среди амфор с вином. Никто не искал его специально. Точно так же турецкий фермер наткнулся на первые камни Гёбекли-Тепе, просто вспахивая поле. Обе находки пролежали тысячелетия в нескольких метрах от людей, которые ходили мимо каждый день. Это означает одно: мы до сих пор не знаем, что еще лежит прямо под ногами. Впереди первое место топа. Находка, которую официальная наука не может ни объяснить, ни опровергнуть, ни игнорировать, и которая меняет все. Находка номер 1 была обнаружена не в джунглях, не на морском дне и не в угольной шахте. Ее нашли в музее, точнее, осознали, что она там лежит, в 1963 году, когда турецкий военно-морской офицер Пири Рейс случайно упомянул старинную карту в разговоре с американским картографом. Карта была составлена в 1513-м, за 27 лет до того, как европейцы официально нанесли южный берег Южной Америки на карту, и за 340 лет до того, как люди впервые увидели Антарктиду. Тем не менее, на карте Пири Рейса Антарктида изображена, без ледяного покрова. С детализацией береговой линии, которую современные исследователи смогли подтвердить только с помощью эхолота в 20 веке, потому что под льдом толщиной в 2 километра действительно именно такой рельеф. Военно-морской картограф США Харальд Джиллерсон в 1960-м направил официальное письмо в Военно-воздушную академию США. В письме он написал прямо: точность карты в изображении Антарктиды превышает все, что могла дать картография 16 века. Для такой точности требовалась съемка с воздуха или из космоса. Джиллерсон не предлагал объяснений, он просто зафиксировал факт. Сам Пири Рейс в пометках на полях карты написал, что использовал источники гораздо более древние, карты, которые он собирал и компилировал. Какие именно источники, он не уточнил. Эти источники не найдены до сих пор. Антарктида без льда существовала последний раз приблизительно 6 тысяч лет назад. По другим оценкам, около 12 тысяч лет назад. В обоих случаях это эпоха, когда по официальной версии истории человек не имел ни письменности, ни мореплавания, ни картографии. Карта Пири Рейса хранится в библиотеке дворца Топкапы в Стамбуле. Она не засекречена, любой человек может ее изучить. Но ни одно официальное научное учреждение не дало исчерпывающего объяснения тому, как на ней оказалась Антарктида. Теперь важная деталь, которую упускают почти все, кто рассказывает об этой карте. Антарктида на ней изображена не схематично, не приблизительно. Там обозначены горные хребты, которые в 16 веке никто не видел. Река, которая существовала подо льдом и была открыта только в 20 веке с помощью сейсмического зондирования. Бухты и заливы, форма которых совпадает с современными данными подледного картирования. Это не совпадение и не приблизительное угадывание. Это точные данные, полученные неизвестным способом, неизвестно когда и неизвестно кем. 7 находок из этого топа объединяет одно: каждая из них существует физически, каждую можно потрогать руками или проверить приборами. И ни одна не вписывается в официальную хронологию человеческой цивилизации. Каменные шары Коста-Рики, металлический сосуд в породе возрастом 600 миллионов лет. Библиотека из золотых пластин, монета из угольного пласта, антикитерский механизм, Гёбекли-Тепе и карта Пири Рейса — все они говорят об одном и том же. Кто-то был здесь до нас и умел то, чего мы не умеем объяснить до сих пор. Есть вопрос, который возникает после знакомства с каждой из этих находок. Куда исчезли те, кто это создал? Ответ на него частично дает место, которое официально называется городом, хотя от него не осталось почти ничего, кроме радиоактивного пепла и оплавленного камня. Интересно, а что, если все эти древние находки — это лишь предвестники будущих нейросетей? Если хотите узнать о самых популярных из них и получить 500 токенов в подарок при регистрации, заходите на playprofi.com по ссылке в описании. Не упустите возможность стать частью будущего. Мохенджо-Даро — город в долине реки Инд на территории современного Пакистана. Возраст около 4500 лет. Население в период расцвета от 40 до 100 тысяч человек. По меркам своего времени это был крупнейший город на Земле.
Улицы спланированы по строгой сетке с севера на юг и с запада на восток. Канализационная система с керамическими трубами и смотровыми колодцами. Двухэтажные дома со стандартизированным кирпичом, все кирпичи одного размера, в соотношении 1 к 2 к 4, которые строители используют до сих пор. Общественные бассейны с гидроизоляцией, зернохранилища с системой вентиляции. Ничего из этого не появилось в Европе еще 2000 лет. Но не инфраструктура делает Мохенджо-Даро загадкой. Загадка в том, как он закончился. В 1927 британский археолог Эрнест Маккей нашел в центре города скелет. Не захоронения, именно скелеты, лежащие прямо на улицах. В позах людей, которые упали внезапно. Некоторые держались за руки, один скелет найден на лестнице. Человек падал, когда умер. Никаких следов оружия, никаких следов болезни на костях, никаких признаков постепенной эвакуации. Город опустел мгновенно. Советский ученый Александр Горбовский в 60-х годах обратил внимание на другое. Эпицентр разрушений в Мохенджо-Даро совпадает с классической картиной взрыва. Здания разрушены от центра к периферии. Кирпич в эпицентре оплавлен. Температура, необходимая для такого оплавления, составляет от 1400 до 1500 градусов Цельсия. Радиус оплавления около 1,5 километров. За пределами этого радиуса следы пожара. Еще дальше. Нетронутые постройки. Пакистанский физик Наим Хан в 90-х годах взял образцы оплавленного кирпича из эпицентра на анализ. Результат — повышенный радиационный фон по сравнению с образцами кирпича с окраин города. Не критический, но статистически значимый. Такой, который фиксируется спустя тысячелетия после событий. Официальная версия гибели Мохенджо-Даро — наводнение или набег кочевников. Но наводнение не оплавляет кирпич, и набег не оставляет радиационный след. В древнеиндийском эпосе Махабхарата есть описание оружия под названием Брахмастра. Текст датируется примерно тем же периодом, что и гибель Мохенджо-Даро. Описание звучит так: ослепительная вспышка, жар сильнее 1000 солнц. Люди падают замертво, волосы и ногти выпадают, птицы белеют в воздухе, пища становится ядовитой на многие годы. Это клиническая картина лучевой болезни, описанная за 3500 лет до изобретения ядерного оружия. Мохенджо-Даро не вписывается в топ древних артефактов по формальному признаку. Да, это целый город, а не предмет. Но именно он задает главный вопрос ко всем 7 находкам из этого списка. Что именно уничтожило цивилизацию, которая умела строить канализацию, стандартизировать кирпич и, возможно, создавать оружие, которое мы переизобрели только в 45-м. Ответ на этот вопрос, возможно, лежит в следующей находке, той, которую нашли не на Земле. В 1976-м орбитальный аппарат Викинг-1 фотографировал поверхность Марса в районе Сидония. На одном из снимков объект размером около 2 километров, который выглядит как человеческое лицо. НАСА опубликовала фотографию с пометкой «Игра света и тени» и закрыла тему. В 2001-м марсианский зонд Mars Global Surveyor сделал повторные снимки того же района с разрешением в 10 раз выше. Лицо осталось лицом. Рядом с ним правильные пятиугольные структуры, которые геологи не смогли объяснить естественными процессами. Официальный комментарий НАСА «Геологические образования». Независимые исследователи, включая группу ученых из университета Брандейса, опубликовали анализ, в котором указали на симметрию объектов, статистически невозможную для природного рельефа. Но Марс это далеко. Вернемся на Землю, к находке, которая лежит в открытом доступе и которую можно проверить в любой момент. В 1850-м шотландский фермер Уильям Уатт после сильного шторма обнаружил, что волны смыли дюны на берегу бухты Скара-Брей на Оркнейских островах. Под дюнами оказался целый поселок, 8 каменных домов, соединенных крытыми переходами. Внутри каждого дома каменная мебель. Полки, кровати, шкафы, очаги. Все из камня, все на своих местах, как будто жители вышли вчера. Возраст постройки 5000 лет. Это старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Дренажная система под домами отводила сточные воды. Каждый дом был подключен к общей канаве. В стенах ниши, которые исследователи интерпретируют как встроенные шкафы. На каменных полках найдены украшения, инструменты и керамика. Жители Скара-Брей исчезли так же внезапно, как жители Мохенджо-Даро. Еда осталась в горшках. Украшения на полках. Никаких следов борьбы, никаких следов болезни, никаких следов постепенного ухода. Они просто ушли и не вернули. Между Скара-Брей в Шотландии и Мохенджо-Даро в Пакистане 5000 километров. Между ними одинаковая планировка, одинаковый принцип стандартизации строительных материалов и одинаковая внезапность исчезновения. Ни один историк не объяснил, каким образом две культуры, разделенные таким расстоянием и не имевшие по официальной версии никаких контактов, пришли к одинаковым архитектурным решениям в одну и ту же эпоху. Теперь деталь, которая объединяет почти все находки из этого топа. Каменные шары Коста-Рики — идеальная сферическая форма без следов инструмента. Антикитерский механизм — допуск в десятые доли миллиметра. Гёбекли ТП — хирургическая точность резьбы. Скара-Брей — стандартизированные строительные решения на уровне современного градостроительства. Карта Пири Рейса — точность, требующая аэрофотосъемки. Все эти объекты созданы с точностью, которая предполагает не просто умение, а систему.
Стандарт. Институты. Накопленные знания, передававшиеся поколениями. Это не случайные гениальные одиночки. Это признаки цивилизации с устойчивой технологической базой. Такая цивилизация не могла исчезнуть бесследно. Она оставила следы. Просто мы продолжаем называть их аномалиями и геологическими образованиями. Осталась одна находка, о которой в этом топе еще не было сказано. Она хранится в запасниках Багдадского музея и официально называется декоративным сосудом. Физики называют ее иначе. Багдадская батарея. Именно так физики назвали сосуд, который немецкий археолог Вильгельм Кёник обнаружил в 1938 в предместье Багдада. Глиняный кувшин высотой 14 см. Внутри медный цилиндр, внутри цилиндра железный стержень, изолированный от меди асфальт. Возраст находки около 2000 лет, парфянский период. Кёник сразу понял, что видит перед собой. Он описал устройство в научной статье и назвал его гальваническим элементом, то есть батарейкой. Официальная наука отреагировала сдержанно, версию не опровергли, но и не приняли. Артефакт отправили в запасник. В 1947-м американский инженер Уиллард Грей изготовил точную копию сосуда и наполнил его виноградным соком, электролитом, доступным 2000 лет назад. Копия выдала напряжение в 1,5 вольта. Позже эксперимент повторили с уксусом, результат тот же. Немецкий исследователь Арне Эгебрехт в 70-х годах использовал цепочку из таких копий для золочения статуэтки методом электролиза. Процедура заняла несколько часов и дала результат, неотличимый от современного гальванического покрытия. Официальная наука до сих пор не имеет консенсуса по этому вопросу. Одни исследователи настаивают на случайном совпадении конструкций. Другие указывают на то, что в Египте найдены золоченые предметы того же периода, технология нанесения покрытия на которых не объясняется ни одним известным методом, кроме электролиза. Но главный вопрос не в том, была ли это батарея. Главный вопрос, если это была батарея, то что она питала? Один изолированный источник тока в 1,5 вольта – это почти ничто. Но 10 таких источников, соединенных последовательно, дают 15 вольт. 100 источников, то 150 вольт. В районе Багдада найдено несколько десятков аналогичных сосудов. Все они датируются одним периодом. Все они имеют одинаковую конструкцию. Если их соединяли в цепь, это уже не декоративные сосуды. Это электростанция. Технология, которую мы считаем изобретением 19 века. Алессандро Вольта создал первый гальванический элемент в 1801-м. Существовала за 2000 лет до него. Парфии. В глиняных кувшинах. Теперь соберем все вместе. Антикитерский механизм. Вычислительное устройство за 14 веков до появления механических часов. Багдадская батарея. Источник электрического тока за 2000 лет до Вольта. Карта Пири Рейса – картография с точностью аэрофотосъемки за 300 лет до первого полета. Гёбекли-Тепе – монументальная архитектура за 7000 лет до Стоунхенджа. Мохенджо-Даро – канализация и градостроительство за 2000 лет до Рима. Каждая из этих находок в отдельности – аномалия. Все вместе они описывают цивилизацию, которая знала электричество, механику, картографию, градостроительство и металлургию одновременно, и которой нет в ни одном учебнике истории. Последний вопрос, который остается без ответа – если эта цивилизация существовала, почему мы так долго делаем вид, что не замечаем следов, которые она оставила повсюду? Земля скрывает куда больше, чем успела показать. И иногда она показывает это совершенно случайно. Так, как произошло в 1991 на границе Австрии и Италии, когда двое туристов нашли в тающем леднике человеческое тело. Тело принадлежало мужчине 50 с небольшим лет. Рост 160 сантиметров. Вес при жизни около 50 килограммов. Возраст находки 5300 лет. Это старше египетских пирамид. Его назвали Эци, по названию долины Эцталь, где его нашли. Эци не просто сохранился, он сохранился вместе со всем снаряжением. И именно снаряжение разрушило несколько фундаментальных представлений о бронзовом веке. Медный топор Эци выкован из меди частотой 99,7%. Такой степени очистки металла в 5 тысячелетии до нашей эры по официальной версии быть не могло. Технологии не позволяли. Анализ показал, что медь добыта в районе Тосканы вообще за 500 километров от места гибели Эци. Это означает либо существование торговых маршрутов невероятной для той эпохи протяженности, либо то, что Эци сам прошел эти 500 километров с готовым инструментом. Одежда Эци сшита из кожи 5 разных животных. Каждый вид кожи использован в том месте, где нужны определенные свойства. Прочность, гибкость, теплоизоляция. Это не примитивное шитье. Это осознанный выбор материала под функцию. Уровень, который мы привыкли связывать с промышленным производством. Обувь Эци исследовал чешский эксперт Петр Главачек в 2005-м. Его вывод – конструкция подошвы рассчитана на хождение по снегу и предотвращает скольжение. Внутри сетка из травы, которая работает как термоизолирующий вкладыш. Главачек сказал прямо, эта обувь настолько хорошо спроектирована, что он не смог бы улучшить ее конструкцию. Обувь возрастом 5300 лет, которую нечего улучшать. Но ни топор и ни обувь стали главной загадкой Эци. Главной загадкой стала его смерть.
Рентген показал, в левом плече Эци застрял кремниевый наконечник стрелы. Артерия была перебита. Эци умер от потери крови в течение нескольких минут после ранения. Стрела вошла сзади. Его убили выстрелом в спину. На руках Эци следы чужой крови 4 разных людей. На его снаряжении кровь еще 2 человек. Итого 6 разных людей, кровь которых осталась на теле и вещах Эци. Незадолго до гибели он участвовал в бою или серии столкновений. 5000 лет назад в Альпийских горах разворачивался вооруженный конфликт между группами людей с организованной тактикой, специализированным оружием и снаряжением, созданным по инженерным принципам. Это не картина примитивных охотников каменного века. Эци хранится в Музее археологии Бальцана в специальной морозильной камере при минус 6 градусах и 99% влажности. Его можно увидеть через небольшое окошко. Каждые несколько лет новые технологии анализа позволяют узнать о нем что-то, что снова не вписывается в официальную картину эпохи. В 2012-м генетический анализ показал, у Эци было 19 живых родственников в Сироле. Его генетическая линия не прервалась. Это значит, что часть людей, которые сегодня живут в Альпах, являются прямыми потомками человека, убитого стрелой 5300 лет назад. Человека с медным топором невозможной чистоты и обувью, которую нечего улучшать. История не начиналась там, где мы привыкли думать. И заканчивается она, возможно, совсем не там, где мы предполагаем. В 1999-м египетский геолог Роберт Шох опубликовал результаты анализа, который перевернул датировку одного из самых известных объектов на Земле. Объект — Большой сфинкс в Гизе. Официальная дата постройки около 4500 лет назад. Эпоха фараона Хефрен. Шох изучил не саму статую, а характер эрозии на ее теле и на стенах окружающего котлована. Вывод был однозначным. Эрозия вызвана водой, а не ветром и песком. Вертикальные борозды на камне. Классический след многолетних проливных дождей. Такой характер осадков в районе Гизы существовал только в период от 7 до 10 тысяч лет назад. Это означает, что сфинкс был построен не 4500 лет назад, а минимум 7 тысяч лет назад. По верхней границе — 10 тысяч лет назад. Египетское правительство отвергло выводы Шоха немедленно. Официальные египтологи заявили, что геолог не понимает истории. Шох ответил, что историки не понимают геологии. Дискуссия продолжается до сих пор, и геологические аргументы Шоха за 25 лет никто не опроверг по существу. Если сфинкс построен 10 тысяч лет назад, это означает, что в Египте существовала развитая цивилизация в эпоху, когда по официальной версии там жили разрозненные племена охотников. Но это еще не самое шокирующее. В 1983-м японские водолазы у берегов острова Йонагуни на глубине от 5 до 40 метров обнаружили каменные структуры, террасы, ступени, вертикальные стены, прямые углы. Общая площадь комплекса — около 300 метров в длину и 50 в ширину. Самая высокая точка поднимается на 27 метров от основания. Японский геолог Масааки Кимура изучал комплекс Йонагуни более 15 лет. Его вывод — структуры созданы руками человека. Аргументы — прямые углы, которые не образуются в природе при расколе песчаника. Параллельные ступени одинаковой высоты. Следы инструментов на поверхности камня, дренажные каналы, прорубленные в скале. Возраст комплекса определяется просто — он находится под водой. Этот участок моря был сушей в последний раз от 8 до 10 тысяч лет назад, до окончания последнего ледникового периода и подъема уровня Мирового океана. Это значит, что если комплекс создан людьми, он был построен не менее 8 тысяч лет назад. 8 тысяч лет назад. В Японии. Монументальная каменная архитектура, кинвэккен архитектура с прямыми углами и дренажными системами. Официальная наука до сих пор не пришла к консенсусу. Часть геологов настаивает на природном происхождении структур. Кимура до своей смерти настаивал на обратном. Подводные съемки комплекса доступны в открытом доступе. Каждый может составить собственное мнение. Теперь финальная деталь, которая связывает сфинкс, Йонагуни, Гёбекли-Тепе и карту Пири Рейса в единую картину. Все эти объекты датируются одним и тем же периодом от 8 до 12 тысяч лет назад. Это не совпадение. Именно в этот период произошло окончание последнего ледникового периода, резкое потепление, подъем уровня океана на 120 метров, затопление прибрежных территорий, катастрофические наводнения на всех континентах. Легенды о всемирном потопе существуют в 218 культурах по всему миру. От Месопотамии до Китая, от Индии до Мексики. 218 независимых культур, разделенных океанами, сохранили память об одном и том же событии. Возможно, именно это событие уничтожило цивилизацию, которая построила сфинкс, Гёбекли-Тепе и комплекс Йонагуни, которая создала антикитерский механизм и Багдадскую батарею, которая составила карту Антарктиды без льда, потому что видела ее до того, как она покрылась льдом. Катастрофа стерла не людей. Люди выжили. Она стерла знания, библиотеки, институты, накопленный за тысячелетия технологический опыт. И человечество начало заново, с нуля, с каменными орудиями, глядя на руины цивилизации, которую уже не понимала. Именно поэтому древние египтяне не знали, кто построил сфинкс. Именно поэтому греки не знали, кто создал антикитерский механизм. Именно поэтому турецкий фермер не знал, что пашет поле над древнейшим храмом на земле.
Они были наследниками катастрофы, как и мы. В начале этого рассказа был вопрос, существуют ли находки, которые не поддаются никакому объяснению. Теперь есть ответ, и он неудобен. Да, существуют. Их не десятки. Их сотни. И каждый год земля, лед и морское дно отдают новые. В 2023-м турецкие археологи в провинции Шанлыурфа в нескольких километрах от Göbekli-Tepe обнаружили новый комплекс. Карахан-Тепе, возраст те же 12 тысяч лет, колонны с рельефами, подземные камеры и кое-что новое. Колонны в форме человеческих фигур с руками, прижатыми к телу и детально проработанными гениталиями. Это не абстрактное искусство, это портреты. Кто-то 12 тысяч лет назад высекал из камня конкретных людей с анатомической точностью. Карахан-Тепе раскопан менее чем на 5%. В 2022-м лазерное сканирование джунглей Гватемалы выявило под растительностью города цивилизации майя, о которых наука не подозревала. Не отдельные постройки, целые городские агломерации с дорогами, каналами, и укреплениями. Площадь только одного из обнаруженных комплексов превышает площадь современного Лос-Анджелеса. Джунгли скрывали его столетиями, в нескольких метрах от туристических маршрутов. Технология лазерного сканирования с воздуха, лидар, применяется в археологии меньше 15 лет. За это время она уже изменила карту древнего мира необратимо. Исследователи говорят прямо, мы знаем о прошлом Земли меньше, чем думали 10 лет назад. Каждое новое открытие не закрывает вопросы, оно открывает новые. Мировой океан покрывает 71% поверхности планеты. Исследовано из него менее 20%. Все побережье, которое было сушей 10 тысяч лет назад, до подъема уровня океана, сейчас находится под водой на глубине от нескольких метров до 120. Именно там, на затопленных берегах, стояли города цивилизации, которая существовала до катастрофы. Комплекс Йонагуни лишь один из тех объектов, которые случайно нашли водолазы. Систематического исследования затопленных прибрежных зон не проводилось нигде в мире. Это означает, что 90% архива древней истории человечества до сих пор лежит на морском дне. Не тронут. 7 находок из этого топа объединяет не только невозможность объяснения. Их объединяет то, что каждую из них нашли случайно. Рабочие, фермеры, туристы, водолазы, охотники за губками. Никто не искал специально. Никто не финансировал экспедицию с целью найти именно это. Они просто наткнулись. Это означает, что систематический поиск с современными технологиями, лидаром, подводными дронами, генетическим анализом даст результаты, которые изменят историю радикально. Не скорректируют ее, именно изменят. Потому что находки, сделанные случайно за последние 200 лет, уже изменили ее до неузнаваемости. Просто официальная наука движется медленно, а учебники еще медленнее. Антикитерский механизм пролежал на дне 80 лет после открытия, прежде чем его начали серьезно изучать. Göbekli-Tepe ждал под землей, пока фермер не зацепил камень плугом. Эци таял и замерзал в леднике 5000 лет, пока двое туристов не свернули не туда. История человечества не начинается там, где написано в учебниках. Она начинается значительно раньше, и большая ее часть до сих пор не написана. Не потому, что данных нет, а потому, что данные лежат там, куда мы еще не посмотрели. Или посмотрели, но предпочли назвать их геологическими образованиями и декоративными сосудами. Земля помнит все. Она отдает свои тайны медленно, по одной, случайным людям в случайных местах. И каждый раз, когда она это делает, выясняется одно и то же. Мы здесь не первые.